Всем доброго времени суток. Начинаю оцифровывать очередной локомотив. В данном случае это Atlas GP38 BNSF 2044. Данный локомотив, в отличие от своего прототипа, не имеет буферного освещения. Буферные фонари у него стоят у оригинала вот в этих местах. Одно и второе. Эти локомотивы, их у BNSF несколько в такой цветовой схеме. Это схема Blue Smurf. Вот данный локомотив куплен на железной дороге GMTX. И у него буферные фонари выглядят следующим образом. То есть изначально это вообще Биол был выпущен локомотив. Потом, соответственно, перепродавался несколько раз. И вот на GMTX он уже был оборудован буферными фонарями. Значит, они из себя представляют как бы вот такой квадрат со срезанными углами. И вот так вот установлена на нем фара. Вот это левый по ходу фонарь. Соответственно, приступим к устранению данной оплошности. Для изготовления фонарей я буду использовать полумиллиметровый томейский пластик. Размер квадратика у меня получается 3 на 3 миллиметра. И я вот уже тут наметил ножиком линию. И теперь миллиметровым сверлом в уголке этого квадратика просверливаю отверстие. Теперь из такой проволочки 0,1 мм я сформирую саму фару, которая закреплена на этом металлическом листе. Для этого я сейчас зажму его в щель. Проволоку. И на это же миллиметровое сверло, которым я сверлил, я намотаю 3 оборота этой проволоки. Этого будет вполне достаточно. Вот. Получается такая у меня конструкция. Не знаю, насколько видно будет проволоку. Вот. И теперь я эту проволоку заливаю клеем циакриновым. Жду, пока он немножко подсохнет. Проворачиваю сверло, чтобы оно не приклеилось вместе с проволокой. И потихонечку его оттуда вытаскиваю, чтобы проволока не сместилась. Итак, пока будет сохнуть клей, у меня уже заготовочка есть с другой стороны с высохшим фонариком, и я отрезаю ее, этот квадратик 3 на 3. Теперь буду срезать. И теперь аккуратненько срезаю уголочки так, чтобы получилась заготовка нужной формы. Вот получилась такая заготовочка. Теперь эту заготовочку буду красить. Для этого буду использовать такую третью руку.
одену ее на кончик сюда. И теперь буду красить ее в голубой цвет. Голубой краски нету, я вот в палитре сейчас с помощью белой и синей красочки смешаю приблизительно нужный мне оттенок. Вот, и крашу вместе с проволокой. Все это закрашиваю с лицевой стороны. С лицевой и торцы тоже прокрашиваю. Значит, на следующем этапе, после того, как это все высохло, я буду вставлять светодиод. Светодиоды я использую 0,4-0,2 в корпусе, это миллиметр на полмиллиметра. И вот у меня уже есть здесь высохшая заготовочка. Вот я ее так на кусочек пробки фиксирую линзой вниз. И светодиодики у меня вот уже с припаянными проводочками. Значит, здесь задача вставить его четко вертикально. И буду использовать я для этого лупу и зубочистка вот с отрезанным, с таким плоским концом. Просто ставлю в отверстие и его туда вставляю, чтобы он стал мне ровно. Это задача не из легких, но вполне осуществимая. Вот, наверное, так. Посмотрю под линзой. Да, все нормально зафиксировалось. Попробую показать крупным планом, если сфокусируется. Вот вставленный светодиод. Вот видите, здесь он не торчит. И вот он находится там в этой фаре. И проволоку с обратной стороны я зафиксирую опять-таки клеем. И на следующем этапе наша задача будет сформировать линзу. Значит, для формирования линзы, вот у меня уже заготовочка есть такая же с высохшим клеем. И теперь в серединку туда я буду заливать ревеловский вот такой вот контакт-клеер клей. Для этого я его опять-таки капну немножко в палитру. И аккуратненько зубочисточкой возьму лупу, наверное, чтобы лучше видно было. Беру на кончик зубочистки и в это отверстие немножечко его заполняю аккуратненько вот этим клеем, так, чтобы он немножко выступал. Не знаю, получится, нет, показать. Вот. В результате у нас получается линза. И после того, как клей высохнет, нужно будет с обратной стороны закрасить все черной краской, чтобы он не просвечивался назад. И после того, как здесь вот краска высохнет, точно так же я уже закрашу все это голубой краской, опять-таки, чтобы она была со всех сторон
покрашен в голубой. То есть черная краска в данном случае нужна, чтобы светодиод не светил назад, не просвечивал. Закрашиваю с обратной стороны и оставляю все это сушиться. И уже в таком виде, когда оно все это высохнет, буду вклеивать на место. Так, инсталляция завершена. И вот, собственно говоря, наша переделка. Добавлены буферные фонари. Дополнительно я вот еще, как на прототипе, сделал тут как бы соединительный кабель. Крышечки, вот, не знаю, насколько их видно. Крышки разъемов. И вот таким образом он у нас включается и выключается. В общем-то все. Всем спасибо, что смотрели. Всем удачи.